Королевство Пруссия являлось одним из великих европейских держав XIX века, и после своей победы над Австрией именно оно стало ядром новой Германской империи. Но как появилась Пруссия, и какой путь ей пришлось пройти, чтобы достичь такого могущества? В этой части речь пойдет про историю до 1701 года. Первыми пруссами были представители одного из западно-балтийских народов. К началу XIII века, несмотря на все попытки королевства польского на протяжении двух последних веков насильно их христианизировать, пруссы оставались одними из последних язычников в преобладающей христианской Европе. В 1217 году Папа Римский Гонорий III призвал к крестовому походу против них. Первые же боевые действия начались в 1222 и увенчались провалом. Завоевать и христианизировать пруссов удалось Тевтонскому ордену. Первые сражения между ними случились в 1230, и их покорение местного населения длилось до самого конца XIII века. В XV-XVI веках Тевтонский орден проиграл серию войн против польского королевства и в результате потерял большую часть своих территорий. В 1525 году великий магистр Тевтонского ордена Альбрехт Бранденбург-Ансбасский подписал мирный договор, по которому Восточная Пруссия была отделена от Тевтонского ордена и переформирована в герцогство Пруссия, вассал Польши, а позже Речи Посполитой. Первым герцогом Пруссии стал сам Альбрехт, принадлежащий к династии Гогенцоллернов. После его смерти в 1568 году к власти пришел его сын Альбрехт Фридрих. Он стал новым герцогом Пруссии и полноправным наследником на ее престол. Но это право не принадлежало ему одному. Курфюрст Бранденбурга Иоахим II Гектор, также из династии Гогенцоллернов, смог договориться с польским королем Сигизмундом II о том, чтобы бранденбургская линия Гогенцоллернов стала сонаследниками герцогства. Что же можно сказать про Бранденбург? В 936 году на территории нынешней северо-восточной Германии была основана так называемая Восточная Марка, предназначенная для защиты герцогства Саксонского от нападений вендов, западных славян, живущих возле земель немцев. В 965 году Восточная Марка распалась на 5 более мелких, одной из которых была Северная. В 1134 году к власти в Северной Марке пришел Альбрехт Медведь, который в 1150 унаследовал крепость Бранденбург и, отстояв войной свои права на нее, в 1157 принял титул марграфа Бранденбургского. В 1356 году правители Бранденбурга стали кюрфюрстами, что давало им право голосовать на выборах императора Священной Римской империи. Династия Гогенцоллернов впервые пришла во власть в Бранденбурге в 1415 году. В 1618, после смерти Альбрехта Фридриха, Пруссия попала в персональную унию с Бранденбургом, то есть курфюрсты Бранденбурга также являлись герцогами Пруссии. При этом герцогство Пруссия оставалось вассалом Речи Посполитой. Новосозданная уния Бранденбург-Пруссия приняла участие в 30-летней войне, которая значительно ее опустошила, но при этом позволила присоединить Восточную Померанию, Магдебургское архиепископство, а также несколько мелких земель. В Северной войне 1655-1660 годов, также прозванной Шведским потопом, Бранденбург-Пруссия, вначале участвовавшая на стороне Швеции, поменяла сторону и, подписав с Речью Посполитой сначала Вилявско-Бытгощские трактаты 1657, а позже Оливский мир 1660, получила полный контроль над герцогством Пруссии, а также Лимборгско-Бытовской землей. В 1693 курфюрст Бранденбургский Фридрих III начал вести переговоры про возвышение статуса Пруссии до королевства. Первый раз у него это не удалось, но в 1700 году император Священной Римской империи Леопольд I согласился признать Пруссию королевством. В
Под Пруссией имелись в виду владения вне Священной Римской империи, так как владения внутри империи технически принадлежали императору. Кроме этого, Фридрих мог называть себя лишь королем в Пруссии, так как Западная Королевская Пруссия еще входила в состав Речи Посполитой.